Всем привет! Сегодня у нас расклад «Правда, которая изменит все». И знаете, у меня сейчас такая штука началась, последние несколько раскладов, что я вот карты вижу, да, ну, понимаю, да, что это всю дорожку, как говорится, выложено. И иногда в голове такая мысль, не иногда, а всегда, такая мысль, ну им же видно, зачем трактовать. Вот такое бывает, поэтому если что-то я не договариваю, у меня в голове, но они же видят. Вот, поэтому простите за прошлые расклады, потому что ну, вот у меня такая вот ерунда включается, то что, ну, и так видно, зачем трактовать. Итак, давайте будем делать так, как будто вы вообще Таро не знаете. Ну, я себе такую установку сделаю, потому что не договариваю, потому что в раскладах. Итак, давайте, я думаю, начнем наш расклад. Итак, единички. Какая скрытая правда сейчас ждет, чтобы на поверхность всплыть? Ну, знаешь, тут даже понятно. Вот я тебе свою логику в голове скажу. Королева Пентаклей хочет помириться. И все. И у меня в голове зачем трактовать, и так все понятно. Но это твоя бывшая подруга, которая, вот знаешь, все время учила тебя правильно жить. Мужик должен быть с должностью, денег столько-то должно быть, одеваться вот так должна. И она вот сейчас ползет к тебе с повинной. Это вот та самая, с которой ты вот порвала давно. После ее фразочек типа намеки, да ты же нищебродка, и вот это вот все. Типа ты мне не подстать. И вот в чем прикол. Она поняла, что ты ей реально нужна. Не для денег или связи, нет, а потому что ты единственный в мире человек, кто, как говорится, принимал ее тараканов, а еще и улыбалась. И она сейчас не просто хочет помириться, она готова на коленях ползать, потому что ее идеальный мирок трещину дал. Понимаешь? Карьера не радует, муж налево смотрит, а подруги, которые новые после тебя, им вообще не до нее. А ты-то у меня вся такая, как сказать, не щепетильная, а это, эмпатичная, а ее никто, кроме тебя, не принимает. Но ты не обольщайся. Ее желание с тобой воссоединиться — это вот 90% из страха остаться одной, а не из-за того, что она тебя любит и так далее. Она просто просекла, что ты была вот тем самым человеком, который ее реально видел, а не ее обертку. И да, приползет, возможно, с подарочками, извинениями, но ты помни, это не вот это вот не от чистого сердца раскаяния. Это у нее кризис среднего возраста, где ты — это ее спасательный круг. Поэтому слезам не верь. Правда в том, что ты ей нужна как доказательство, что она еще способна что-то исправить. Она не изменилась, она просто запаниковала. Почему эта правда оставалась в тени? И вот тут мне хочется сказать, а чего тут трактовать? Она, знаешь, она годами себя убеждала, что ты ей не ровня. Что она, как тебе, знаешь, вот типа тебя под крыло взяла. И у нее в голове был такой расклад, что она вот вся такая успешная, вся такая бизнес-вумен с идеальной жизнью, а ты просто неудачница с дурацкими мечтами.
И вот чтобы это не треснуло, она сознательно держала тебя на расстоянии. Потому что если бы она признала, что тебе без ее советов нормально, то ее самооценка, она бы разъехалась по швам. Вот в чем это все и зарыто. Она тебя использовала как вот, извини меня, как дурочку, для поднятия своего чувства собственной важности. Ты была ее антипримером, типа живым доказательством, что без плана вся жизнь в жопу. Но когда ты ее послала и реально начала жить по своим правилам, пусть даже без вот этих мерседесов и вот этого всего, ее карточный домик, он зашатался. Она реально до последнего верила, что ты сломаешься, что ты вернешься, будешь умолять ее советы давать. А мы-то с тобой, вот лично я и лично ты, знаем, что ее советы тебе нахрен не упали. И ты просто для ее, как сказать, для ее удивления ты взяла и выжила. Мало того, ты начала чаще улыбаться, чем она. А вот эта ее звездная болезнь, она превратилась в гнойник. Просто оказалось, что твоя вот эта неуспешность якобы, да, оно счастливее ее идеала. И она просто не могла это признать, пока не накрыла по полной. А у нее муж изменяет, выгорание полное, подружки-пиявки. Вот эгоизм и страх увидеть правду о себе, поэтому она молчала. Боялась, что признание тебя равной себе убьет ее статус королевы вот этого, как его там, помоста. Понимаешь? Что тебе... извиняюсь, горло болит. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, не будь тряпкой. Вот тут еще раз повторяюсь, даже трактовать не нужно. Вот она прибежит, да, к тебе с конфетками, давай как раньше, а ты возьми паузу. Сразу ее не гони, нет. Но и дверь нараспашку не открывай. Сначала саму себя спроси, готова ли ты снова слушать про ее успешные успехи, терпеть вот это с них сходительно от нее. Но ты же понимаешь, что у тебя другой уровень. Вот это все говно. Твой четкий план — это прими ее извинения, но жесткие границы поставь. Вот скажи прямо, хочешь общаться, то забудь про советы и нравоучения. Ты не моя мама, а я не твой проект. Если она жопой начнет вилять, режь без сожалений. Ты сейчас в позиции императрицы. То есть твоя жизнь, правила тоже твои. А выбор прост. Либо она принимает тебя равной, без вот этих условий, без оценок, без нравоучений, какой должен быть мужик, пусть за своим смотрит. Либо это не дружба, а ее терапия за твой счет. Но я тебе сразу скажу наперед, она хочет опять поднять свою самооценку за счет тебя, за счет принижения твоей. Понимаешь? Если она через месяц опять начнет учить тебя жить, бей тапком по морде. Ты заслужила отношения дружеские без унижений, а не роль бесплатного психолога для вот этой вот снобихи, так скажем. И да, если решишь дать шанс, не лезь к ней в дела. Не спасай ее, не будь плакательной жилеткой, не решай ее проблемы. Пусть делами докажет, что ты ей нужна не как жилетка, а как человек, понимаешь? Потому что иначе это не примирение, это, как говорится, колонизация твоей жизни под новым флагом. Ну, я тут даже извиняться не буду, но это все так оно и есть. А ты у меня душа нараспашку, побежишь к ней, как говорится, навстречу по ромашковому полю. Нет. Независимо от того, мужик тебя предал, женщина тебя предала, неважно в каком смысле, я имею в виду на работе, подставили и так далее, предавший однажды предаст и дважды. Вот всегда. Это вот запомни, это вот прям вот золотое правило всей жизни.
Так, давайте, я думаю, перейдем ко второму варианту. Двоечки. Если слышали вступление, да, то у меня опять тут в голове. А чего тут трактовать? Король кубков хочет свой туз жезлов выгулять. Это краткое изложение всего расклада. Какая скрытая правда сейчас ждет, чтобы на поверхность всплыть? Ну, знаешь, я уже сказал, и это твой какой-то надежный друг. Прям вот тот самый, который годами строит из себя душку, возможно, с работы тебя подвозит. Он, знаешь, он вот зовет тебя на чай постоянно, ну, друг твой, ты его считаешь другом. И он сходит по тебе с ума, и уже вот месяц в голове прокручивает, как разденет тебя до нитки, да, на своем красивом прелестном диване. Вот прямо сейчас он ждет подходящего момента, чтобы, как говорится, нажать. Потому что ты сама невольно дров подкинула своими жалобами на вот эту вот холостяцкую жизнь. Правильно же говорится, у женщин холостяцкая тоже же. Он уже даже тебе смски придумал дурацкие, всякий подтекст, вот этот вот компотный уже чувствуешь. Но он боится выглядеть конченым, поэтому резину тянет. И да, он в этих играх не новичок. Ждет, когда ты хватку свою ослабишь, чтобы, как говорится, вмазать винишко и вид сделать, что все случайно вышло. Короче, какой сюрприз? У этого Коленьки не дружеские намерения, а конкретно жажда тебя вот компотить под предлогом душевных разговоров. Но он не тупой, нет. Он знает, что если сразу полезет в трусики, то ты сольешься. Поэтому он играет в долгую. То есть, знаешь, надевает вот эту маску добряка, друга, весь такой и весь такой. Почему это, правда, оставалось до этого момента в тени? А потому что он хитрожопый. Он 2 года себя вел как вот идеальный мужчина, без намеков на пошлятину. Он специально не лез поцелуями, не слал похабных мемов, писюльку свою тоже не отправлял, за коленку не трогал. В общем, он делал все, чтобы ты расслабилась и поверила, что он не такой, как все. А параллельно он почву прощупывал. То цветочек подарит, то машину починит, то выслушает про твоих ущербных бывших. Все, чтобы ты сама вот начала думать, а вдруг он тот самый. Играл в многовариантность. Мол, я и друг, и любовник хороший буду, смотри, какой я гибкий. А сам боялся, что если сорвет маску раньше времени, ты его пошлешь. И он потеряет даже иллюзию близости. Ему, знаешь, проще было тайком теребонькать на твои фотографии, чем рискнуть и признаться, потому что его самомнение, как Казановы, оно на волоске висит. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, давай вот по-честному. Ты знаешь, что это так. Это первое. Если не знаешь, то завязывай с наивностью. Поставь четкие границы, не корми фантазии его. Перестань жаловаться ему на одиночество и вот это вот твое «эх, с кем бы заняться компотом». Не сиди у него на кухне дома там до 3 ночи. Забей его вот эти, как сказать, вот эти типа невинные прикосновения. Убирай руку. Если хочешь сохранить адекватные отношения, сведи общение к минимуму. Только типа вот «привет, пока» и разговоры про погоду. Но если в тебе еще хоть капля самоуважения есть, то отправь его сразу и жестко
ко мне в огород картошку копать. Вот скажи прямо: слушай, дружок, я же не слепая, вижу, что ты мной, как говорится, трясешь. Но у нас либо чистая дружба без намеков, либо никак. Не давай ему места для маневра. Такие типы, они искру в пожар раздувают, если им дать слабину немножко. И не вздумай жалеть его. Он мужик взрослый, пусть идет и, как говорится, компотом занимается с теми, кто согласен на вот эти подковерные игры. А тебе пора прекратить быть его вот этой эмоциональной женщиной легкого поведения. Или ты всерьез хочешь проснуться в его постели с вопросом, как мы до этого дошли, либо ставишь, как говорится, рамки. Ну, если ты, конечно, сама не хочешь с ним отношений. Тут уже тебе решать. Но с такими подковерными играми, ну, какие будут отношения? Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Ну, у вас тоже, как говорится, а чего тут трактовать? Умереннее нужно быть к десяткам кубков. То есть, давай начнем. Да? Какая скрытая правда ждет, чтобы на поверхность выплыть? Что ты думаешь, что вот это твое вечное недовольство твоей родней — это нормально. У тебя, знаешь, в голове: я же за них волнуюсь. Вот и пилю их, пилю. Ты вот кто на лесопилке работает? Ты лесопилок. Ты лесопилок. Знаешь, нет, это так не работает. Выяснится, что ты их уже до ручки всех довела, близких людей. Твоя манера лезть в каждую мелочь, контролировать их выбор, тыкать носом в ошибки — это не забота. Это чистой воды токсичность. Они давно уже задыхаются под твоим прессингом, но молчат, потому что ты устроила дома диктатуру под соусом «я лучше всех знаю». Причем самое херовое, ты искренне веришь, что ты делаешь как лучше. Вот это твоя вечная критика, там, работы, отношений, внешности, они же уже на грани. Скоро ты получишь бунт на пиратском корабле. Или муж сбежит к тихой соседке, или дети перестанут звонить. А все почему? Потому что вместо поддержки ты им впариваешь чувство вины. Ты ж не даешь им дышать свободно. Все пытаешься подогнать там под свои стандарты, а меня вот так вот как его воспитывали. Когда у тебя было, тогда был СССР. Сейчас времена другие. И скоро грянет разговор, где тебе вывалят всю, как говорится, правду матку, и будет несладко. Поэтому готовься услышать, что ты не спасительница, а ты тиран. Ты тиран в юбке. Почему это все в тени до этого момента оставалось? Ну, причина проста. Ты сама создала идеальные условия для вранья. Вот твои близкие годами молчали, потому что ты не оставила им выбора. Твоя реакция на любое несогласие — это скандал, слезы, бойкот, а то и вообще истерики. Ну вот кто захочет связываться тогда? Вот они притворяли, что все хорошо, лишь бы не трогать осиное гнездо. А ты тем временем упивалась иллюзией идеальной семьи. Мол, там, раз не жалуются, значит, я права. Еще и подкармливала их там подарочками, деньгами, думая, что это заменит нормальные отношения. Нет. На самом деле они просто боялись тебя потерять, вот и глотали обиды. Ты же не даешь пространства для честности. Ты сразу набрасываешься с упреками. Вот и получила замкнутый круг. Ты давишь, они молчат. Ты давишь сильнее, они сильнее молчат. А все потому, что твое эго, оно условия поставило.
или по моим правилам, или никак. И вот теперь это вскроется, потому что терпение лопнуло даже у самых стойких. И не удивляйся, что у тебя мужик, как говорится, вовне. Он не в семье, он не рядом с тобой. Тело рядом, а душой он где-нибудь там на рыбалке. Что делать, зная все это? Ну, знаешь, у тебя тут две дороги. Или ты сейчас резко меняешься, или все теряешь. Вот и выбирай. Полумер никаких не будет. Вот знаешь, я с тобой напрямик. Ты мне истерики не закатишь, а вот я могу высказаться, да? По картам. Заткнись и выслушай всех своих близких без перебиваний. Больно будет, да? Тебе все выскажут, что годами копилось. Твоя задача не защищаться, а понять людей, которые с тобой под одной крышей. А потом признай свою ошибку. Вот скажи прямо: я была плохой, я исправлюсь. И главное, перестань лезть в их жизнь с советами, если не просят. Научись доверять их выбору, даже если он тебе не нравится. И перестань любовь покупать подарочками. Начни дарить внимание просто без условий. И да, тебе придется учиться заново, просить прощения, когда накосячила, благодарить без сарказма. Если через месяц они не заметят изменений, то пиши пропало. Но шанс есть. Если прямо сейчас перестанешь быть мамочкой ехидной и станешь просто близким человеком, то все, как говорится, можно вернуть на круги своя. А сейчас все ведет к краху на данный момент. Так что тут тебе решать. Можешь обижаться на меня, не обижаться, но как есть. И, конечно же, подписывайся на канал, жмякни на колокольчик и помни, что я всегда рядом.